Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие произошли события, какие ожидаются движения сегодня на вечерней сессии, ну и вообще, в принципе, чего ожидать. Так, друзья, давайте перейдем к календарику, посмотрим, что тут происходило. Ну, во-первых, по Канаде не очень хорошие данные в части строительства новых домов вышли. Ну, здесь ситуация заключается в том, что если начнут лопаться мировые рынки недвижимости, пузыри, которые на них надули, я думаю, что первые страны, скорее всего, будут Канада и Китай. Канада там просто астрономически надули. Дома стоят дороже, чем в Соединенных Штатах, стране, которая с более высоким средним доходом и возможностями. Ну и Китай, конечно же. Вот в Канаде началась постепенная стагнация, которая, я думаю, в течение полугода-года перейдет к каким-то более радикальным движениям. Так, ну и вот вышли данные по объему промышленного производства в Соединенных Штатах. Что мы видим? Здесь объем промышленного производства снижается. Ну, это вполне естественная реакция на то, что нарушены логистические цепочки. С другой стороны, по имеющимся сведениям, вот это нарушение логистических цепочек, оно сейчас носит достаточно индуцированный характер. То есть многие компании, которые производят автомобили, которые производят различную металлургическую продукцию, они сейчас занимаются тем, что они накапливают запасы. Кто-то это делает для того, чтобы потом не покупать эти запасы материалов и полуфабрикатов потом по завышенным ценам. Кто-то это делает в спекулятивных целях, чтобы сразу их продать каким-то партнерам или конкурентам по более высоким ценам, как только в течение недели-двух произойдет увеличение стоимости. Но вот этот эффект, который сейчас происходит, накопление локального сырья и материалов, он приведет к тому, что возникнет затоваривание, ухудшится ситуация с логистикой. Потом, когда уже некуда будет складывать, и они начнут из всего этого продолжать производить, это приведет к тому, что некому будет покупать. И вот вам кризис, который уже никак никакими деньгами не зальешь. Так, друзья, давайте перейдем к американским новостям. Что тут происходит? Акции находятся в боковике, банды падают из-за опасений инфляции. И менеджеры Федеральной резервной системы говорят, что Уолл-стрит совершенно неправильно называет и понимает инфляцию. Я полагаю, что в ближайшее время, наверное, появится новая должность, там управляющий директор по трактованию инфляции. Это было бы вполне логично. Скажу честно, для меня было достаточно странным в июле слышать выступление Джерома Пауэлла, который говорил, что возникшая инфляция носит временный характер и она скоро исчезнет. Но по меньшей мере, я все-таки надеюсь и полагаю, что человек с таким опытом и с такими знаниями, наверное, говорил эти слова как дежурную фразу, потому что не понимать, к чему это приведет, он не мог. Так, Голдман считает, что накопленные запасы денежных средств приведут к тому, что будут новые хаи на финансовых фондовых рынках. Да, с моей точки зрения, это вполне обоснованная мысль, потому что деньги будут бежать от инфляции, и они будут надувать все, что им попадется под руку. Ну, собственно говоря, что мы сейчас и видим. Любые идеи, которые на фондовых рынках возникают, их немедленно откупают и загоняют на самые-самые высоты. Так, далее давайте посмотрим, что у нас по России. Минфин планирует удерживать госдолг России в пределах 20% ВВП. Ну, здесь мне сказать абсолютно нечего, потому что, с моей точки зрения, текущая модель работы российской экономики, она, в общем-то, весь вот этот самый долг, который генерится, скорее имеет технический характер, нежели он действительно вызывает какие-то движения в экономике на рост. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. VIX, индекс страха и волатильности. Сегодня он открылся с гэпом вверх, но после этого он начал проседать. То есть сейчас ситуация вполне адекватная, указывает на то, что рынки особо не волнуются. И по сути сейчас, сегодня-завтра весьма вероятно будет консолидация на достигнутых значениях по S&P и другим активам.
Но здесь имеет смысл обратить внимание, что, конечно, для 18 числа движение слишком спокойное, подозрительно спокойное. И с другой стороны, как бы все вот эти движения, которые идут с поисками минимумов, они каждый раз приводят к тому, что минимум начинает выше и выше находиться. Соответственно, здесь идет тренд на то, что ВИКС растет. Сейчас произошел очередной откат вниз для набора позиций. Вот. Но в любом случае, я полагаю, до Нового года ситуация, она вот где-то в этих диапазонах от 16,5 до 29 его будут стараться удержать. Так, друзья, далее S&P. Ну, здесь боковичок, если смотреть по дневке, на самом деле на часовике здесь все прекрасно, потому как пошло движение наверх, и в ближайшие часы решится вопрос, будет, не будет пробитие значения 4480. Если будет, то очень хорошо. Если не будет, ну, поскольку сейчас таких явных драйверов нету, поэтому здесь все-таки в большей степени, я думаю, на сегодня, на начало завтра это боковик, отбой от верхней границы и движение в рамках консолидационного диапазона 4440-4480. Наиболее вероятный сценарий. Так, друзья, далее нефть. Нефть просела, но тем не менее текущее значение, оно пока что указывает на то, что она будет сейчас пытаться в районе 84,7 консолидироваться. Если не пойдет дальнейшее движение с пробоем ключевых уровней, то мы сейчас здесь получим накопление, и отсюда разовьется отскок, цель которого 85,7. Если все-таки вот эти уровни, диапазон, который здесь находится, будет пробит, то, соответственно, тогда следующая точка, где она будет пытаться остановиться, 83,2, 83,3, вот здесь вот около этих значений. Но текущая ситуация указывает на то, что в большей степени, скорее всего, будет вот здесь консолидация и попытка отскока. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь идет попытка пробоя 71.35, 71.4. Пока пробоя здесь нету. На этой неделе начинается налоговый период. Это может вполне как бы рублю помочь удержать достигнутые значения. Но про укрепление здесь говорить сложно. Потому что, ну, очевидно, что вот это все укрепление, оно идет с очень большим натугом. Что касается движения сейчас вечером, я так предполагаю, что если не будет пробития 71,15, то вот это все консолидационное движение, оно сегодня вечером или завтра с утра приведет к тому, что все-таки вот эта цель в районе 71,68 будет взята. В случае пробоя поддержки разовьется движение, цель которого будет потестить значение 70,9, которое недавно было достигнуто. Но пока что я для такого движения оснований не вижу. Да, вот была попытка разворота, но похоже, эта попытка разворота, она захлебнулась, и сейчас идет попытка набрать позиции и, соответственно, сходить повыше. Так, друзья, вот вопрос был по поводу компании AMD и Qualcomm. Смотрите, вот с полупроводниками ситуация очень непростая. Потому что помимо сбоя логистических цепочек, который сейчас возник, и локального дефицита в микросхемах, здесь на текущий момент в большей степени начинает выступать вот этот фактор накопительства, о котором я сегодня ранее говорил, что все формируют запасы, которые либо планируют использовать после подорожания для производства, либо кому-то просто впарить там из партнеров, конкурентов уже по более высоким ценам, когда оно подорожает. Соответственно, это типичная модель кризиса перепроизводства. Обычно как бы вот с таких событий все начинается и потом принимает плохо управляемый характер. Здесь есть еще один момент, который может внезапно и очень сильно сработать. Это та ситуация, которая происходит с Тайванем. Если там, не дай бог, что-то начнет очень сильно коллапсировать или как-то не так идти, то, разумеется, здесь весьма вероятно первыми бенефициарами, по крайней мере в первый момент, потом, скорее всего, рынки сложатся из-за того, что начнется ужас, но в какой-то момент все равно полупроводники,
те компании, которые их производят, это AMD, Intel, они весьма вероятно отыграют события, которые произойдут с Тайванем. Потому что, как известно, Тайвань мировой лидер в производстве полупроводников. Если рассматривать сами чипы, то порядка, по-моему, 80 или 85% производится тайваньскими компаниями. И, соответственно, любое обострение ситуации между Китаем и Тайванем, оно приведет к острейшему дефициту полупроводниковой продукции. Так, друзья, AMD сегодня показала хороший рост. Если переходить на часовик, то этот рост еще не закончился. Исходя из дневного таймфрейма, сейчас должна быть попытка пробоя 114,5, 115, и как только здесь будет пробой, она очень быстро может пойти на 122. Что-то мне подсказывает, что здесь, помимо экономических факторов, значительную роль сыграло то, что начинается активизация разговоров вокруг отношений Китая с Тайванем. Так, друзья, далее акции компании Qualcomm. Давайте дневочку посмотрим. Здесь ситуация схожая в чем-то с AMD. На текущий момент началось восходящее движение. И я так думаю, что если сегодня-завтра не будет повторного пробития 126, вот этого диапазончика, то движение, которое началось на прошлой неделе, оно должно неизбежно привести к тому, что будет на этой неделе взята цель, которая находится вот здесь вот на 133,5, 133,6. Если он закрепляется, начинает консолидироваться на этом значении, отсюда может произойти очень стремительное движение, у которого цель будет находиться на 144,5. Да, ситуация здесь не такая, скажем так, вероятностная, как в случае AMD, но тем не менее, вот на факторе взаимоотношений Китая с Тайванем, все компании, производящие полупроводники, они могут показать значительное движение наверх. Проблема, правда, заключается в том, что Тайвань, он производит не только чипы, он и производит и компоненты для чипов, которые используют тот же AMD, тот же Intel, тот же Qualcomm. И поэтому на самом деле в среднесрочной перспективе любая проблема, которая сгенерится на Тайване, она приведет к тому, что полупроводниковая мировая промышленность, она просто сложится. Так, друзья, ну вот еще из таких идей, которые интересны и на которых можно заработать, с моей точки зрения, такая идея сейчас становится с Озоном. У него пошел импульс движения наверх, соответственно, цель отскока как минимум находится в районе 3670-3650, вот здесь вот в районе этого значения. Соответственно, критерий, что это не произойдет, это коррекционный откат с пробитием значения 3290-3270. Пока больше факторов свидетельствует о том, что на этой неделе движение наверх все-таки произойдет. Так, друзья, ну и давайте палладий под конец посмотрим. Вопрос очень большой относительно того, как сегодня будет закрытие. Если закрытие будет выше 2050, это было бы очень хорошим сигналом, который бы указывал на то, что в ближайшее время либо разовьется движение наверх, либо будет хотя бы консолидационное движение к верхней границе в район 2150. Соответственно, закрытие сегодня ниже 2050 весьма вероятно означает, что на этой неделе мы увидим по палладию коррекционный откат в район 1900. Вот сюда, к этому значению. Так, друзья, ну, в общем-то, все основные моменты, основные новости, чем хотел с вами на вечер поделиться. Спасибо за внимание, успешных торгов, удачи вам и всего самого лучшего.